Всем привет из ателье Loud Sound. Сегодня у нас обзор C63 AMG. И не просто C63 AMG, а машина эта у нас уже была на обзоре, уже была у нас на установке. И в этот раз она приехала на доработку аудиосистемы. Мало показалось владельцу. И у нас были добавлены динамики в задней двери. У нас была заменена акустика спереди, мидбас и средний частотник, и добавлены усилители. Уникальность инсталляции в том, что в иномарке премиум класса вообще не часто ставят музыку эстрадную, а в топовые версии типа AMG, M или RS у нас, по-моему, вообще не было. Да? Это у нас пока единственный обзор на канале, и вообще автомобиль, который делал Тигран в топовой версии, самой заряженной, с эстрадной музыкой. И не в штатных местах, а именно с переделанными дверными картами, и с измененным внешним видом багажника за счет того, что там полноценный короб под сабвуфер. Сейчас мы все это посмотрим. У нас уже был этот обзор этой цешки, мы уже показывали ее, даже катались на ней. Сегодня мы кататься не будем. Если вы хотите посмотреть, как валит C63 AMG, посмотрите наш предыдущий обзор. Вообще вам рекомендую, очень много сейчас немецких каналов появилось, где люди просто GoPro вешают на голову и по автобану без ограничений летают. Вон Берлин-Томек, можете посмотреть канал, я его смотрю. Это не реклама, на самом деле парень перестал снимать видео, очень жаль, я смотрел эти видосы. Посмотрите, там много чего осталось. Вот на таких тачках, и он их сравнивает, причем можете там посмотреть, как это едет. А мы вам сегодня просто вкратце покажем сам автомобиль и аудиосистему. Начнем с-под капота. Не очень хочется второй раз показывать мотор, мы его уже показывали. Уникальность двигателя AMG в том, что каждый собирается вручную. В отличие от M-ок, которые по конвейеру идут. Я не знаю, может там есть какие-то кастомные версии. AMG на каждом, вот покажи, есть подпись, роспись человека, который его собирал. Один человек, один двигатель. То есть там каждый мастер. Есть менеджер вот автомобиля, и он отвечает от и до за сборку этого мотора. И все моторы действительно собираются вручную, проходят тесты. Но почему-то они не быстрее M-ок. Если вы сравните там AMG с M-ками, они будут или одинаковые, или M-ка будет быстрее. Сейчас забомбит, да, у кого-нибудь? Да? Ну они же быстрее. Машина у нас в агрессивном AMG обвесе. Такие же обвесы, ну или похожие, можно приобрести в AMG пакетах, так называемых, то есть обычные гражданские автомобили. На них вешают такие бампера, такие диски. И в принципе от AMG их будут отличать только тормозные диски, ну и еще некоторые декоративные элементы, которые могут отличить только владельцы AMG. Они сразу распознают, что это не чистокровный AMG, а просто пакет. Посмотрите на диски, они просто нереально громадные, они перфорированные. Но это не керамика, не органика, да, это просто обычные железки. Однако суппорта внушают такое уважение. Суппорта, покажи, вот для сравнения, 2 ладони. Суппорта просто нереально огромные. По комплектации автомобиля рассказывать особо нечего. Здесь никаких крутых наворотов нет. Вот этот автомобиль сделан, чтобы топить. И он с этой задачей прекрасно справляется. В предыдущем обзоре я когда на ней покатался, я как ребенок радовался. Очень классная машина. Поехали. Ай, сучка, кайф! 140. Можно долго там описывать какие-то там управляемости, динамику. Вот описать проще, едешь просто, получаешь вот до поросячьего визга такое удовольствие от автомобиля, и при этом все очень просто. Я вот первое, когда его увидел, мысль была, что с ней не справишься, что тут 500 почти лошадей, 480, да, там с чем-то. Задний привод, ну такая дура, и это как PlayStation. Жмешь газ, крутишь рулем, больше газа, больше занос, меньше газа, меньше занос. Ну, машина просто супер. И вот в плане ускорений атмосфера 6,3 литра, это нечто. По салону показывай. Салон в стиле Mercedes богатый. Он не такой, как бы сказать, спортивный и строгий, как на BMW, но богаче. У нас больше хрома, у нас больше всяких дизайнерских интересных решений. В этой версии у нас еще и красная кожа стоит. Очень приятная на ощупь. И в принципе по опциям, как я сказал, особо ничего нет. У нас есть люк и что, и все, да. Ну там подогревы сидений, складывание зеркал. На самом деле машина без каких-то там доводчиков, проекций на стекло, там супер рулей с тахометром. Ничего этого нет. И еще раз повторюсь, ничего этого и не надо. Вот в машину хочется просто сесть и наваливать. Но есть большая проблема и в BMW, и в Mercedes.
и в Audi с этим. Какую бы аудиосистему вы не купили вместе с этим автомобилем, какую бы вы потом ее не дозаказали, она не будет соответствовать этому автомобилю. Никаким образом. Вы не можете ехать 200, вы не можете там испытывать сумасшедшее ускорение и какую-то штатку включить, чтобы она соответствовала вот этой динамике, этой управляемости. Владелец этого автомобиля с этим решил не мириться, и также он пошел дальше, чем подавляющее большинство владельцев немецких автомобилей. Мне кажется, вот у владельцев немецких автомобилей есть одна программа, когда они приезжают, да, к нам. Ну, сейчас уже с этим проще, а раньше было вот так вот. Я хочу все изменить, но чтобы внешне ничего не изменилось. Никто не хочет пилить обшивки, никто не хочет менять диаметр динамиков, никто не хочет ставить дополнительные усилители, провода, аккумуляторы, сабвуферы и так далее. Все хотят просто вытащить штатку, поставить что-то взамен, и чтобы там все кардинально поменялось. А, к сожалению, так не бывает. Это все равно, что вот взять обычную там C180 и сказать, я хочу ездить так же быстро, как на AMG, и просто поставить в нее мотор, например, или тормоза. Так не получится, нужно дорабатывать весь автомобиль и с радикальными такими изменениями. Так вот, владелец этого автомобиля не ставил перед нами задачи оставить все в штатных местах и сказал, делать можно в принципе все для улучшения звука. Что нам удалось оставить штатное? Штатные у нас остались твиттеры, и опять это 407N, да? Третий обзор подряд. 407N расположились в штатных местах, под среднечастотник же и мидбас пришлось изготовить отдельный подиум, который, в принципе, с обшивкой двери слился, но спрятать динамики не получилось. Это невозможно. У нас из самых приблизившихся к такой версии автомобиля был последний X3. Ему удалось вот действительно в штатных местах разместить эстрадные компоненты, и там действительно играло громко и качественно. Но если сравнивать с этим автомобилем, здесь у нас громкость на порядок выше, я бы сказал, раза в 2. Я сегодня, если честно, сам удивился. Доработка заключалась как раз вот в замене среднечастотников и мидбасов. Это самые ощутимые доработки. Ну и установка усилителя дополнительного, сейчас я вам его покажу. Так вот, среднечастотники были выбраны породистейшие 6 PR122 от Fatal Pro. Одни из самых качественно звучащих при нереальной громкости. То есть громче там у нас идет 6ND410. Можно посмотреть еще BNC 38, вот что-то похожее на эти динамики. Это неодимовые среднечастотники, которые просто нереально громко играют, не срут и воспроизводят достаточно широкий и ровный диапазон при этом на средней частоте. Подперли их очень неплохо. В роли мидбаса у нас выступает Eminence, чистокровные американские мидбасы, модель Beta 8A называется, как мидбас, очень хорошо озвучили нам. Порезано на 110 здесь, или даже на 125, но играют гораздо ниже, мощи у нас хватает, и у нас получилась вот такая вот очень классная трехполоска, которая для трех полос играет очень громко и при этом качественно. В задних дверях также были добавлены динамики. Вот во второй приезд этого Мерседеса они расположились в штатных местах, тут ничего не пришлось переделывать. И это у нас Sundown Audio Neo Pro 6. Neo Pro, короче. В широкую полосу играют. Я бы, конечно, добавил пищалку. Пищалка здесь не требуется, потому что громкость я на них убрал. Вот для переднего пассажира это будет оптимальный вариант. То есть они чуть-чуть создают глубину, объем. Задним пассажирам будет не так комфортно из-за вот отсутствия пищалки. Но вот для водителя, для которого, собственно, такие машины создаются, я не думаю, что вот AMG C-шки делают для задних пассажиров. Сзади там уже люди поставлены перед фактом доехать из точки А в точку Б с той скоростью, которую выберет владелец. Отсутствие высокочастотной составляющей их не сильно смутит в такой инсталляции. Ну и прежде чем показать усилки, давайте посмотрим САП. Это Pride. Мы забыли, какой это Pride. И посмотрите наш предыдущий обзор, там сказано, по-моему, это ЛКшка, да? ЛЦ тогда были такие сабы, они их, по-моему, не производят. Я, короче, я боюсь ошибиться. Вот, извините, не помню. Можем посмотреть сейчас обзор, но мы этого не станем делать, чтобы вы больше посмотрели наших обзоров. Посмотрите, какой там стоит САП, если вам интересно. Багажник во всем остальном никак не изменился, то есть эту коробку можно вытащить, если сюда нужно что-то положить. И, в принципе, у нас абсолютно все остальное осталось полностью под завод. Спинки у нас, спасибо большое компании Mercedes, откидываются. Из-за этого мы можем вывести бас в салон. Для задней спинки
у нас располагается просто огромное количество усилителей здесь. Здесь же у нас располагается процессор Audison B10, он там спрятан вот за этим малышом. И изготовлена вот такая, если вы видите, металлическая из алюминия конструкция. Она была сделана для того, чтобы усилители разместить в несколько этажей. Размещен DB180.4, это большой достаточно такой четырехканальник АБ класса, который играет качественно, громко, но при этом имеет большой размер, низкий КПД и высокую стоимость. На твиттеры и задние мидбасы был установлен усилитель D-класса Pride 150.4. Вот в случае с D-класса мы можем расположить в таком компактном размере достаточно высокую мощность, но при этом страдает немножко у нас качество, но зато у нас меньше размер и лучше КПД, ниже потребление тока как следствие. И Pride 1.2K был оставлен, он у нас и в прошлой инсталляции здесь стоял, на сабвуфер. Обратите внимание на такой дистрибьютор с нашим фирменным логотипом Loud Sound. Это для нас изготовил специально эксклюзивно Леша Тарасов. Это активное устройство, которое делит сигнал между RCA проводами, избавляет нас от необходимости устанавливать Y-кабели и также избавляет нас от наводок и шумов. Ну, тут все в стиле Тиграна также осталось. Термоусадка, змея, все очень красиво, здорово сделано. Подытожим, не часто такие машины у нас появляются, не часто такие мощные, не часто владелец соглашается изменить вид салона. Здесь, я считаю, получилась вот та самая золотая середина, вот как я в BMW хотел изначально сделать, но вот мне по пищалкам не хватило 407N, захотелось громче, мидбаса я поставил 2, и это за собой потянуло там и больше усилков, и все остальное. Здесь получилась такая вот лайт-версия BMW-шной системы с чуть проще сабовым звеном, чуть меньшим количеством динамиков в двери, но гораздо аккуратнее, меньше бросающейся в глаза. Включим сейчас, попробуем записать, как она играет. Если YouTube забанит нас за авторские права, пожалуйста, не тупите. Я в прошлом обзоре, это обзор чего у нас был, X3, написал здесь, сказал в видео, сделал ссылку под видео, что прослушка на втором, сука, канале. И все равно люди пишут, какого хера рассказали и не включили. Включили, но идите, пожалуйста, смотрите на другой канал, потому что YouTube некоторые треки банит за авторские права. Видео закрыто для просмотра на мобильных устройствах, если там трек защищен авторским правом. Для этого, если YouTube заругался, я заливаю прослушку на второй канал. Второй канал у нас youtube.com/loudsound2. Вот он вот здесь написан. Пожалуйста, подпишитесь на него тоже, там не только прослушки, там еще много чего интересного, что на первый канал не попало. Прослушку этого автомобиля, скорее всего, я выложу тоже на второй канал. Не поленитесь, перейдите туда. Поехали домой. Уникальность этого проекта в том, что очень немного людей ставят музыку вообще в иномарке, в немцах. Не слышно. Ну вообще да, на этот микрофон будет не слышно. А можно эту собаку как-нибудь там пристрелить? Или... Все хотят просто вытащить штатное, поставить что-то там. Это что за хуйня? Поезд? Там просто, да, порезать обшивки решил человек. Я бы не резал. Пизжу я сейчас, да, я же порезал. Да,